ждал, город слишком долго терпел, и теперь он закрывает гештальт. Привет, меня зовут Никита, я редактор музыкального портала Balkan Rock, и сегодня я буду разговаривать с Виктором Ужаковым, бессменным фронтменом группы «Плохо». Витя, как себя чувствуешь? Да в порядке, спасибо. Вашими молитвами. Чао свиму. Вот, как видишь, в сербских музыкальных СМИ очень мало русскоговорящих, так что увидимся. Мы разговариваем снова после... Уже прошло, я думаю, года 3-2, да? Целая жизнь. 3,5 года, я думаю. Мгм. Мне кажется, это была осень, поздняя осень 22 года. Помню, вы там достаточно классно отыграли на сессионсах наших. Скажи мне, как тебе живется в Белграде? Да замечательно, на самом деле. Иногда даже как будто слишком хорошо. Да. Не хотелось бы спугнуть, конечно, эту атмосферу, но это действительно так. Если довольно часто просыпаешься с мыслью о том, что почему так хорошо-то вокруг все, то, наверное, стоит быть этому благодарным, скажем так. Вот хорошо, плохо. Ты скажи мне, вот смысловая нагрузка, суть имени «Плохо», как она изменилась за все эти годы существования группы? Вы уже как 13 лет играете, не так ли? Да, сейчас 13-й год идет. Ну, как сказать, как она изменилась? Знаешь, возможно, она из какой-то шуточной, скажем так, да, то есть шуточной такой формы, когда все спрашивали там, а почему плохо, смеялись там, а что так хорошо, что ж плохо, и, знаешь, ну, много каких-то вот таких шуток было о названии, да, то, наверное, со временем, к сожалению, это название приобрело какой-то более серьезный оттенок, что ли, да, то есть что там, стало ли лучше, чем было, точно нет, знаешь, то есть как, типа, а все ли сейчас так плохо, то, знаешь, наоборот, сейчас как будто задумываешься о том, что а все ли было плохо раньше, знаешь, то есть когда это название было придумано, и все чаще задумываешься о том, о чем ты писал эти песни вообще, что тебя наталкивало на такие грустные мысли 10 лет назад, да, когда, в принципе, вот сейчас как будто с высоты этого пройденного времени ничего плохого как будто и не происходило просто. Чего уж там, пандемия вспоминается с ностальгией и любовью, знаешь, и уютом неким. Понятно. А скажи мне, вот ты как музыкант в Белграде, как бы русский музыкант в эмиграции, как тебе живется в этом плане? Мне хорошо, на самом деле. То есть как бы ни на что не жалуюсь, потому что за эти 3 года, ну, я тебе рассказывал перед интервью о том, что я вот только сейчас, в принципе, начинаю жить как будто в Белграде за счет того, что русский артист сейчас более стал отрезан от Евросоюза, от визового режима и так далее, визового режима и так далее. Что, в принципе, это мои первые полгода в Белграде, когда я из него не выезжаю. До этого как бы вот мой отъезд дал мне возможность, мы дали там 3 или 4 тура по Евросоюзу и так далее. Поэтому, в принципе, не знаю, не люблю словосочетание музыкант в эмиграции, потому что человек в эмиграции, так себя иммигрантом, в принципе, не считаю. То есть, но еще больше не люблю слово релокант, поэтому пусть будет иммигрант. Вот, потому что как-то не знаю. А конкретно музыканты, которые остались в России, они как воспринимают иммигрантов-музыкантов, назовем их так? Но это человеческий фактор, то есть условно, индивидуально. Потому что как бы музыканты тоже люди в некоторой степени, и поэтому как бы они воспринимают, конечно, очень по-разному. То есть, причем как бы это с течением времени тоже меняется, потому что на самом деле много артистов, музыкантов, которые со временем изменили свое отношение, да, в ту или иную сторону, на самом деле, даже. То есть одновременно как бы прибавилось, скажем так, людей среди тех, кто, ну, там, с осуждением относится, да, к людям, которые уехали, к людям, которые там так или иначе не согласны с чем-то, да, с тем, что происходит там на русской сцене или в стране в целом. Так и в некоторой степени прибавилось людей, которые
начали относиться с неким пониманием, да, и там, не буду говорить с поддержкой, но с пониманием, да, скажем так. Тем более, что как бы есть же еще такое довольно расхожее выражение, что как бы ничто нас не роднит, как общее горе, знаешь, то есть, а в принципе на музыкальной сцене русской, что внутри, что за ее пределами, в принципе, все очень нестабильно, и поэтому как бы как некие коллеги, скажем так, да, вот все-таки в одном поле работаем, да, плюс-минус. Больше стало какого-то понимания, да, независимо от именно военной, антивоенной, политической, аполитической. Я говорю только о музыке, о культуре, типа, и о взаимопонимании. Наверное, даже лучше ответить именно так, да, что как бы не знаю насчет там одобрения или осуждения, но взаимопонимания стало больше в целом, мне кажется. Ну, я так считаю, что я думаю, что, по крайней мере, на личном плане существует какая-нибудь усталость от всего этого, от конфликта. Конечно. Да. Ну, усталость, не знаю, ну, иногда есть такое ощущение, что усталость вообще это как бы, ты знаешь, новое топливо какое-то для жизни, потому что, ну, действительно, она копится, и она, не знаю, сложно сказать, от чего она еще не появилась, знаешь, то есть, конечно, она усталость есть, усталость есть. А вот смотря со стороны относительно безопасности на все, что происходит в мире, как ты себя чувствуешь? Существует какой-нибудь страх, может быть, вдохновление даже или что-нибудь еще? Вдохновлением я бы это не назвал вдохновением. В плане того, что, ну, прежде всего, конечно, здесь безопасно. Сербия — одна из самых безопасных стран, в которых, мне кажется, вообще приходилось быть когда-либо. Но я бы не сказал, что это как-то влияет на... Ну, в плане, что я смотрю там на происходящее, да, отсюда, как бы с безопасного угла, и во мне это пробуждает какие-то, не знаю, там, какой-то вдохновляет меня как-то на творчество. Если честно, нет. Да? Если честно, мне кажется, что вообще в большинстве случаев антивоенная песня заканчивается, когда начинается война. Потому что как-то вот, знаешь, столько в музыке, в культуре вот этого какого-то романтизированного кода, знаешь, о войне всегда было. Но как только началось военное время, он куда-то ушел у всех. Потому что, знаешь, как сказать... Ладно, останемся в цензурном поле. В общем, размышлять легко об этом, да, когда этого нет. Не мешки ворочать, понимаешь? И я это заметил не только, ну, как бы, понятно, что там сейчас этого нет, но там это сейчас противозаконно. И понятно, почему этого нет. Но этого нет и за пределами практически, потому что даже уехавшие артисты об этом песен не пишут. Потому что, когда тебя это как бы касается напрямую, ты к этому относишься совершенно иначе. Как оказалось. Потому что, на самом деле, я от себя этого тоже не ждал, потому что у меня до этого были песни с таким содержанием, но они фактически прекратились. Еще хочется спросить, наши друзья из Connected Agency сегодня организуют концерт известной группы Lebanon Hanover, и у них одна из их песен называется «Sadness is Rebellion». Как ты считаешь, грусть — это оружие или просто реакция на утрату, или что это в твоем понимании? Базовое чувство, не знаю, это то, благодаря чему существует субкультура вообще в целом, мне кажется. Это интересно, я не знаю. Мне кажется еще, что грусть изначально, да, то есть это вообще то, что сейчас люди лечить в себе пытаются активно, да, вот. Но если во всех это вылечить, если бы во всех это вылечили, там, не знаю, раньше, не существовало бы Татьяны Булановой, королевы русской грусти и так далее. Грусть — это прекрасно. Мне кажется, грусть — это одна из каких-то основополагающих вещей и в русской культуре в том числе, потому что вот это посидеть, погрустить, знаешь, то есть... И причем с любой стороны. Возьмем там самую патриотическую, одну из самых патриотических групп России, Любэ, да, это основа грусть. То есть вот это, знаешь, грусть вот это вот уголька сигаретного в темноте, понимаешь, и так далее. Грусть, она многосторонняя. Просто
Я не верю в русскую готику, понимаешь? Потому что русская готика, она звучит... Это парадоксальное словосочетание, само по себе. Вот. Но грусть у нас как бы активно выражена, мне кажется, в культуре. Очень активно. И поэтому русский постпанк, он отличается от общемирового постпанка. Это как бы тоже факт. Потому что, ну, сейчас это отдельный жанр. Ну, поджанр, скажем так. Да? Потому что как раз у нас... Ну, не именно у русских, мне кажется, это, в принципе, славянская черта в целом. Что у нас как бы грусть, она выражается несколько иначе. То есть она может быть не настолько... у нас не настолько она в дресс-коде выражается, сколько, короче, именно вот в том, что мы из себя производим во всем, в целом. Даже как бы... Даже мимически. Чаще всего. По крайней мере, так говорят, что русские все время как будто очень грустные. Вот это словосочетание «русский постпанк», иногда к нему относятся так неоднозначно. Что ты думаешь по этому поводу? Это все русофобия. Да. Да нет, ну, я понимаю, наверное, о чем ты говоришь. Это вот о том гигантском количестве групп, да, довольно однотипных, которые вот в этой волне русского постпанка. Но это сложно назвать это еще волной, как бы какой-то конкретной, потому что музыкальные СМИ современные, они насчитали уже, по-моему, 5-ю волну русского постпанка, которая сейчас идет. Это вот, ну, не знаю, обидно это может про кого-то звучит. Вообще, по идее, это не должно обидно звучать, что это именно скорее волна тикток-групп, тикток-артистов. И там действительно довольно все однообразное, потому что, ну, это в целом как бы 30-секундная культура, понимаешь? Культура 30-секундных песен. Было бы странно, если бы она фонтанировала самородками, понимаешь? То есть это совершенно на другое нацеленное вообще в целом как бы течение. Я этой волной не сильно интересуюсь, честно, не могу там об этом долго как-то рассуждать, но волной, в которой была группа «Плохо», я не знаю, я этой волны не стыжусь. И другим как бы не советую к ней относиться как негативно, потому что это как минимум было... Ну, это как минимум было что-то новое в плане того, что, то есть, это не было как вот... У меня, наверное, уже лет 10. Это причем была рецензия на какую-то из наших работ. То ли на альбом, то ли еще... Там журналист сказал, что это на 3-й раз перезаваренный пакетик чая. Вот. И как бы я так не считаю, что... Я вот считаю, что вот, возможно, сейчас это так, потому что, условно, группы, они прям степ-бай-степ, знаешь, как паровозиком, таким вагоном, вот они зацеплялись, и в последнем вагоне чай уже прозрачный, действительно, довольно-таки стал, это правда. Но, опять же, это совершенно, как я уже говорил, это совершенно другая сторона культуры, да, которая, ну, нам, может быть, и не то что неведома, но непостижима в плане того, что вот это вот... скоростная вот эта вся ТикТок, Рилс, канитель, понимаешь? Для меня это сложно. Ну вот ты сам сказал, значит, есть за что зацепиться. Да я просто стар для этого дерьма, понимаешь, как говорится. Вот и все. Понятно. Вот ваш последний альбом назывался «Плохо, когда...» Целое название было «Плохо, когда душа спит», если считать его вместе с именем группы, да? В каком состоянии сейчас находится душа в человеческом смысле и так, в музыкальном? Ну, слушай, тут надо конкретизировать, смотря чья душа. Как бы моя, Ну, да, например. тебя как... Ну, моя это когда не спала, на самом деле, потому что когда душа... Ну, душа спит, это у нас... Вообще это название предложил клавишник наш, Игорь Старшинов. И если верить его словам, то это как бы в славянском каком-то, как сказать, в славянской культуре это означало, что как бы душа спит, это значит, ну, как бы по факту это смерть. То есть смерть наступает тогда, когда душа засыпает. Вот. То есть это как бы, ну, в принципе, конец всего сущего. Вот. Но мы пока здесь, мы общаемся, значит, пока она еще не спит. Вот, может быть, так дремлет немножко. Вот. Но мне кажется, опять же, что сейчас, знаешь, на почве, ну, всего происходящего, знаешь, мы когда с тобой 3,5 года назад говорили, была условно одна большая проблема, да, у нас, ну, как у нас. Сейчас этих проблем много, спустя эти 3,5 года.
И мне кажется, что только на этом все как-то сейчас пока и держится, знаешь, на какой-то все-таки душевности. Душевность, она обрела какой-то, знаешь, раньше это было какой-то плюс-минус какое-то даже немножко комичное, да, выражение, что ой, душевненько, душевненько. А сейчас душевное, это, знаешь, обрело какое-то действительно, мне кажется, интересное, приятное и такое, может быть, значение, как вот я говорил о русской грусти, что, знаешь, что душевность, она, короче, как-то вот теперь у меня ассоциируется вот с этой русской грустью. Что душевность, она без грусти уже как будто невозможна. То есть, потому что когда сейчас как бы мы говорим о душевности, чаще всего мы говорим о чем-то, ну, не грустном, но, может быть, меланхоличном каком-то таком. Думаешь, вашим не русскоговорящим слушателям, извини, так сказать, им они могут это понять хотя бы на каком-нибудь интуитивном уровне? Я думаю, что если бы они не могли этого понять, то они бы не были нашими слушателями, так или иначе. Потому что, опять же, бывает ситуация, когда, ну, просто что-то очень вот модное, да, то есть и люди это слушают просто потому, что это как бы, ну, разговор поддержать, да, то есть как бы ты слышал, да, я слышу, вот тебе уже очередная тема для разговора. Но в концепции как бы нашей группы, наверное, они все-таки что-то чувствуют, потому что мы не сильно там популярны где-то в ТикТоке, у нас не было какого-то резкого, знаешь, такого скачка на почве какого-то там одного трека, одного клипа, одного альбома и так далее. Что это все-таки аудитория не столь широкая, сколько преданная, да, то есть, а преданная она по каким-то причинам, да, они же не сумасшедшие, вот, они что-то чувствуют, и так говорю, знаешь, как они что-то чувствуют. Нет. В плане, да, они сильно слов не понимают, ну, не всегда понимают слова, но они понимают атмосферу и энергетику, да, то есть постпанк, он вообще все-таки в основном больше не про слова, он больше про атмосферу. И, допустим, там группа Шипастувей, да, они поют на турецком. Я это узнал после того, как уже года 2 их слушал. Я думал, что на английском вроде... Ну, там, то есть, настолько все замылено эффектом, что ты не всегда понимаешь, ну, не разбираешь даже, где там слова вообще заканчиваются, начинаются. Но это одна из самых популярных групп в жанре. Да. Поэтому, как бы, вообще вопросы о русскоязычности в плане, ну, в плане, я имею в виду, что самый первый вопрос всегда, который задают любые люди, то есть я не имею в виду журналистов или вообще в целом любой человек, которому рассказываешь, что вот мы там гастролировали в Европе, в Латинской Америке, в Китае. Первое, что всегда спрашивают, типа, и что, прям вот русские пришли? И когда ты говоришь, что нет, в основном только местные, они такие, они же не понимают, о чем вы поете. И я каждый раз думаю, вот вы на какой музыке выросли вообще? Это не важно даже, причем в какой стране, ну, кроме западных стран. Там китайцы, русские, я не знаю. Вы сами на какой музыке выросли? Не вы ли смотрели MTV, где вообще на русском там 2-3 песни в день показывали? То есть и слушали с большим удовольствием, не понимая ни слова. Ну, в основном. 90% людей, которые смотрели и слушали как бы западную музыку, или там, не знаю, слушали французский рэп, это было очень популярно в России лет 20 назад, все слушали французский рэп, никто слов не понимал вообще. Группа «Рамштайн» — одна из самых популярных групп, да, в мире. Как бы, кто там знает, про что они поют вообще? Это секрет. Тайна. В эмоциональном плане музыка сильнее слов. Получается так. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Слова в музыке — это все-таки что-то уже такое, как сказать. Слова появились в музыке, а не музыка как бы в словах, мне кажется. Ну, в плане, что музыка изначально не была как бы текстоориентированным чем-то, да, то есть... Здесь можно точку поставить, да. Можно и нужно. Но раз, скажем, эмоции настолько важны, немножко удивляет, что уже год мы не видели ни новых синглов, альбомов с вашей стороны. Что у вас там происходит? Какие сложные эмоции вы пытаетесь схватить? Плохо смотрели. Да. У нас вышел сингл относительно недавно, месяц где-то назад. Но, на самом деле, еще несколько синглов я выпустил как бы сольным проектом «Битский парк». Потому что для плохо я решил сделать как бы не то что паузу. Сейчас в моей ситуации, ну, в которой я сейчас живу, да, в ней нет необходимости в этой какой-то погоне
постоянно выпускать какие-то треки, Мгм. там как-то на плаву пытаться остаться. В принципе, я считаю, что спустя 13 лет группа плохо уже может себе позволить немножечко по-стариковски себя вести, да, то есть как бы когда есть что выпустить, тогда мы это выпустим. И не выдавливать из себя просто, чтобы контента было больше. Потому Мгм. что контента уже столько, что я сам иногда забываю о каких-то вещах, да, то есть там, когда и какие мы выпускали альбомы, потому что поначалу как раз там с 13 по 20 год, да, мы выпускали по нескольку раз в год что-то, там, альбомы еще синглы, а еще давайте клип, еще лайв какой-то сделаем, а еще что-то выпустим. И в итоге я просто недавно столкнулся с тем, что мне нужно было перенести каталог с одного лейбла на другой. Мгм. И это было страшно, потому что я не ожидал, что мы столько уже наплодили всего, потому что это какое-то гигантское количество треков. Поэтому я сейчас не спешу. Как бы я не то чтобы там стремлюсь, как Кьюр, там, знаешь, один альбом в 16 лет записать. Ну, в смысле, за 16 лет. Но торопиться уже не хочется. Тем более, что сейчас есть вот эта пятая волна, так называемая, да, Мгм. постпанк, которые стригут треки вообще просто, знаешь, там, вот это у них как-то сниппеты, да, то, что, опять же, 30-секундные вот эти вот клипы современные. Они их выкладывают каждую неделю разные, типа, там вообще в контенте нет дефицита. Вот. Можно спокойно отойти, подумать, покурить, знаешь, на это все посмотреть Мгм. и выпустить что-то осознанное. И да и все, в принципе. Мгм. Знаешь, мне кажется, опять же, вот эта вся ситуация там с релокацией, с тем, что группа там в одной стране, я в другой стране, гастроли можно, нельзя, там, знаешь, визу дали, отменили и все такое. И у тебя больше времени посидеть и подумать над тем, что ты вообще хочешь делать. Переслушать то, что у тебя записано. Как-то это все. Ты знаешь, это важно с той стороны, что очень редко случается новая музыка, которая из себя по-настоящему представляет событие, чего было много в 2000-х, 90-х. Просто когда выходил новый альбом, это было такое важное культурное событие. Сейчас, кажется, такого очень мало. Я не помню, когда последний раз выходил какой-то альбом, который оставался бы классным больше полугода или даже, может быть, меньше. То есть альбомы классные выходят, да. Да, конечно. Как бы музыкантов талантливых не стало меньше. Их, естественно, стало больше, потому что все-таки это стало доступнее и так далее. Но значимость от того или другого альбома, конечно, она теряется просто в потоке. Это как все остальное, понимаешь, как любая новость, как и любое событие, на самом деле, да. То есть, условно, некоторые события, которые там во времена отсутствия глобального интернета могли бы вызывать вообще общемировой резонанс. Сейчас это просто новость, которая потом затмевается подорожанием бензина на следующий день, понимаешь? И как бы и в музыке все то же самое, и в кино все то же самое. Там, я не знаю, условно, вот недавно вроде премия «Оскар» была, там кому-то дали «Оскар», я даже не стал запоминать, понимаешь, что это за фильмы. То есть я не слышал об этих фильмах от других людей. Ладно, я не смотрел, но я даже не слышал обсуждения этих фильмов, понимаешь? Потому что оно все как-то, оно просто выходит. И у кого-то просто есть, с этим связано, не знаю, там, профессия или какой-то прям глобальный личный интерес, и этот человек следит и знает. Но в массовом понимании все это стало слишком скоротечно, чтобы на это обращать, как-то прям фиксировать внимание, знаешь, такое. Превратилось в контент. Это контент, просто контент, да. И как бы большинство фильмов я узнаю из каких-то вот этих вот с субтитрами, знаешь, вот в Инстаграме там. Мгм, мгм. Какие-то смешные моменты из фильма, понимаешь? То есть и все, и ты типа фильм посмотрел. Ты даже, мне кажется, можешь с друзьями там судить, такой, а смотрел вот этот фильм, там как раз вот такая фраза была смешная, знаешь, и все таки да-да-да, в Инстаграме видел. Понимаешь, вот то, что это же самое, что сейчас как бы, вот эти сниппеты, да, я их тоже иногда делаю, потому что сейчас это как гигиена для нового релиза, гигиена для любого релиза, но если я делаю сниппет, то чаще всего я все-таки задумываюсь о том, чтобы сделать сниппет из клипа, потому что как бы, люди сейчас тратят, они бюджеты закладывают в то, чтобы снять 30-секундное видео для Инстаграма. Прикинь, команда собирается целая, свет ставят, там, арендуют студию, чтобы снять 30-секундное видео. И более того, что самое страшное, это не просто снимается 30-секундное видео. Бывает так, что и песня пишется под 30-секундное видео. Понимаешь? То есть пишется 30-секундный какой-то панч, скажем так, который вот работает. А остальная песня по факту не существует. Это как
это похоже, знаешь, на гоповской рэп, где есть припев, где девочка поет, такая, посмотри на небо, там плывут облака, и всем насрать, что происходит во все остальные песни. Вот, в принципе, это то же самое. А как вы намерены бороться с этим феноменом? Интересно. Я не намерен ни с чем бороться, пусть оно, не знаю, происходит, там, само себя подавляет и так далее. Вот, в конце концов, это всего лишь 30 секунд. Это не то чтобы какое-то серьезное. Нет, ну слушай, ты знаешь, вот это приводит нас к следующему вопросу, потому что сейчас музыканты существуют в такой интересной экосистеме, где ИИ поглощает огромное пространство, которые могли бы занять эти, ну, как бы, качественные музыканты, люди, да, вот, люди, да, скажем прямо. И понятно, что для вас это, скорее всего, похоже на какой-то абсурд, но интересно, как музыкант существует в таком пространстве сейчас, вот, в 21 веке. Да я не знаю, спокойно абсолютно. Видишь, как бы... Я не считаю, что ИИ занимает место живых артистов, честно тебе скажу. Да. Оно занимает какое-то пустое место, которое вот... которое никому не пригодилось, наверное. Я не знаю, ну как сказать. Знаешь, то есть... Ну, не может просто контент, сделанный ИИ, занять место, сделанное... Ну, место контента, сделанное человеком. На данный момент, по крайней мере, точно. То есть, как бы, ну, что такое музыка, которая сейчас сделана в ИИ? Это либо, условно, какая-то энигмоподобная инструментальная музыка, которая, в принципе, и так никогда особо не была, знаешь, там, верхом композиторского ремесла, да? То есть это был пресет на синтезаторе, который ты нажимаешь, и она там булькает, как бы, и ты свечки жгешь, спишь там, или что делаешь, я не знаю. Вот. А в целом просто люди на это тратили время, потому что у них не было технических возможностей. Для этого, собственно, интеллект этот и сделан, чтобы как бы упрощать работу человека в таких вопросах, в которых в целом не сильно там нужна какая-то выдумка, да, то есть как бы это просто технические какие-то моменты, которые ты делал, потому что никто за тебя это сделать не мог. И я не знаю, как будет дальше, но в данный момент я вижу как бы контент, создаваемый через ИИ, это, ну, таким. Да, я знаю, что там в чартах Spotify, в чартах Яндекс.Музыки вот сейчас там верхушка, как бы тройка, четверка, это треки, сделанные, но тоже, и слава богу, что это не живые люди делают это уродство, понимаешь? Гораздо грустнее было, когда вот этот там какой-то кальянный вот этот вот контент делали реально живые люди, знаешь, там с живыми мозгами, там, вот, то есть живой человек сидел, это записывал с серьезным лицом, сводил, мучился. Знаешь, как, ну, это ужас. Вот, а так, типа, это делает компьютер, все как бы чисты перед Богом, получается. Отличный ответ. Да, еще хочется спросить, ну, да, давай лучше поговорим о людях, да? У вас, как мы все знаем, концерт 15 апреля в Запа-Барке. Все так. Благодаря нашим друзьям из Connected Agency. И концерт в обновленном составе. Так что расскажи нам немножко об этом. Да, так сложилось. Причем это тоже как-то, знаешь, вот как не было бы счастья, да, несчастье помогло. То есть вот череда каких-то неудачных событий, не очень приятных событий, которые там происходили с группой, со мной лично, привели меня к этому составу. То есть условно там в 22 году, когда мы общались, это был состав совершенно другой, да. И сначала там мы поменяли клавишника за счет вот именно географии группы, да, что как прошлый клавишник, он остался в Петербурге и не особо горел желанием куда-то выезжать, то есть это... И мы познакомились с Виктором Волковичем, ну, как познакомились, начали работать здесь, мы были знакомы еще в России. Состав уже немножко обновился, потом спустя некоторое время как бы обновился и бас-гитарист, так сложилось. И мы хотели выступить в России, сыграть в Москве и в Петербурге. И я подумал, что как-то об этом не... 4 года уже не играли, с ума сойти. И я подумал, что как-то вот хотелось бы не просто, знаешь, как будто ты из спячки какой-то вышел, знаешь, просто куда-то пропал на 4 года и вернулся в том же амплуа, в котором ты уходил. Нет, хотелось как-то вернуться совершенно иначе. Зайти как-то вот
громко, знаешь, может, это уже какие-то балканские вайбы заговорили, знаешь, чтобы зайти прям так, чтобы все услышали, что ты зашел, да? И поэтому был, как я решил, что нужно взять живые барабаны, расширить состав. То есть, опять же, вернулся Игорь Старшинов, клавиш. Ну, как вернулся? То есть, по сути, я вернулся, то есть, в Россию, а он там как бы и был все это время, да? На низком старте, скажем так. И так получился этот состав. То есть, там, в принципе, нет ни одного чужого человека. То есть, там барабаны — это барабанщик Женя, он как бы давний друг Вити Волковича, нашего клавишника. Бас-гитарист тоже мой как бы земляк из Сибири, Женя Реут. Он там в «Культуре курения» играл на басу. Классная группа. Да. Вот. И как бы этот состав, он как-то так, знаешь, намагнитился. То есть вот как-то вот, или как-то я намагнитился и примагнитил вот этих всех замечательных людей. И получился реально классный состав. И за счет еще нескольких неприятных обстоятельств так сложилось, что мы в итоге вместо того, чтобы сыграть эти концерты, мы записали этот материал и выпустили как бы там на платформах. Теперь еще там будет на виниле выпускаться. И так сложилось, что первый концерт будет здесь, в Белграде. Премьера, так сказать. Премьера, да. И, скорее всего, новый состав дал возможность переосмыслить некоторые старые песни в новом формате, да? Он много что дал переосмыслить, на самом деле. И песни переосмыслил, и дал переосмыслить, и напомнил о том, что ради чего вообще всем этим мы занимаемся, знаешь. То есть все-таки чем меньше машин в твоем творчестве, тем оно как-то по-другому откликается. Ну, я не говорю о том, как оно у других откликается, это мы еще посмотрим, потому что, говорю, опять же, концерт не состоялся. Но в себе именно. То есть, когда ты работаешь с людьми, это совершенно другие ощущения, да, то есть, как бы я не про то, что там электронная музыка говно и все такое, нет, я совершенно не об этом. Я о том, что именно электронную музыку тоже можно делать, как бы коллаборируя с какими-то другими людьми, и вот эта химия, которая возникает между людьми, которые делают одно общее дело, она безумно важна. И чем меньше механических каких-то штук в твоем творчестве, тем это ощущение ярче. И сейчас, как бы, по сути, группа «Плохо» — это полное отсутствие какой-то вообще машины. Это все, что было, там, шло через плейбэк, шло через драм-машину, шло еще какими-то там, каким-то электронным образом. Теперь этого всего нет. Это все играют живые люди. И, как бы, есть такой, как бы, человеческий фактор, что все это теперь немножко живо. Потому что человек, он не может, как машина, играть идеально ровно, да, идеально. Каждый удар, чтобы был одинаковый. То есть все оживает. И постпанк, она в целом такая музыка холодная, да, но в группе «Плохо» всегда был такой момент, что мы немного все-таки... Я на панк-роке вырос, на гаражной музыке и так далее, и мне не очень свойственен вообще вот этот вот какой-то dark wave весь и так далее. И сейчас, мне кажется, группа «Плохо» раскрылась в том виде, в котором я, возможно, всегда хотел ее видеть, но там, по ряду причин этого не делал. А ты готов исследовать это новое звучание в студии? На новом альбоме, скажем? Не знаю. Не знаешь? Это очень простой вопрос, но очень сложный в плане вот именно ситуации, в которой я нахожусь, потому что группа состоит из 5 человек, и только я один нахожусь в Белграде. И как бы я бы очень хотел, конечно, чтобы это все как-то в студии, знаешь, там, условно, все мы смотрели там какие-то видео, где, знаешь, там, Beatles или Rolling Stone, или любая другая группа, они, значит, вот на студии все вместе сидят, такие с гитарами, с барабанами, что-то обсуждают, придумывают, у них такой творческий процесс, да, там все work in progress, типа все. Это так круто, романтично и красиво. Но, к сожалению, это, мне кажется, все-таки тоже уже довольно устаревшая концепция. К сожалению. Вот. Ну, по крайней мере, я хочу себя в этом убедить, знаешь, что это не просто какой-то мой личный провал ситуативный, а это просто вот время такое. Ты знаешь, вот ты, скорее всего, в курсе, что на, так сказать, русские концерты идут в основном русскоговорящие люди, но мне кажется, что у «Плохо» есть такая хорошая, большая домашняя сербская аудитория. Что ты об этом думаешь? Я на это в первую очередь очень надеюсь, что за эти вот несколько лет она, возможно, как-то еще
сильнее сформировалась, чем она была, потому что я был очень приятно удивлен. Опять же, когда мы в прошлый раз с тобой общались, это было вошло в промо как бы нашего первого концерта в Белграде, в Электропионере. Там мы 2 дня подряд играли. И, конечно, была очень большая русская диаспора здесь уже на тот момент, потому что это осень 22 года, по понятным причинам здесь было очень много людей. Но меня очень удивило, что было, ну, ползала, не ползала, но сербов было много. Просто нас никогда сюда до этого не звали, и я не подозревал о существовании сербской аудитории, честно говоря, у группы «Плох». И вот с каждым концертом я как бы цифры в руках не держу, я артист, но организаторы мне говорят, что с каждым годом сербских имен становится больше в списках, ну, покупок билетов и так далее. Более того, даже был здесь, в пространстве Sense, был концерт акустический мой относительно недавно, осенью. И акустические концерты, вот это всегда для русских, то есть потому что текст-ориентированная тема, то есть ты общаешься с людьми, поешь песни свои под гитару. Квартирный. Да, то есть и тем, кто не понимает слов, ну, твоих песен, это не очень интересно. И поэтому я как бы, ну, даже неважно, в какой стране я это играю, я всегда говорю по-русски, потому что, то есть, там, неважно, в Берлине, там, в Праге или здесь. И я здесь также, как бы, мы сидели часа 2, общались с залом, там, я пел песни, и мне прилетело на следующий день в Инстаграме, по-моему, то как бы, здравствуйте, мы сербы, мы существуем, мы пришли на ваш концерт, как бы просидели весь концерт, как бы не поняли ничего, было не очень культурно с вашей точки зрения, мне так стыдно стало, безумно. Я знать не знал, что они там визуально мы не так сильно отличаемся, понимаешь, то есть я же не мог, вот там 3 серба сидит. Нет, и мне так стыдно стало, что, знаешь, но в то же время мне стало очень приятно, что они пришли на акустический концерт, хотя это, в принципе, не свойственно другой языковой группе, да, какой-то там, ну, как группе. В общем, ты понял, о чем я говорю. Вот, поэтому, ну, как будто бы есть в этом прогресс какой-то, да, что как бы сербская аудитория увеличивается, или, по крайней мере, не знаю, пропитывается неким доверием, что как бы вот даже на акустический концерт они пришли. Просто до этого я играл в Кацеграде акустику. Там был один серб, ровно один серб. Он прям пришел, сказал, я серб. Нет, серьезно. Он прям, Да, я хотел спросить, как ты его... Он прям до концерта пришел, говорит, привет, я серб, я пришел специально на твой концерт. И он сел прям рядом, вот прям передо мной, и весь концерт сидел. Получается, вот, да, действительно. Концерт для одного серба. И нескольких русских, да. Ну, тогда тоже было приятно. Сейчас, конечно, приятнее, что вот там целая компания людей осталась. Ну, мы с ними потом как бы решили эту проблему. Я извинился, как бы все. Потому что, ну, правда, было за что извиниться. Значит, даже как-то... Ну, знаешь, будем надеяться, что сербов будет намного больше в этот раз. О, хотелось... Да. Да вот, в принципе, и все. Желаю тебе удачи на концерте 15 апреля в Запа-Барке. И последнее слово за тобой. Я вот действительно жду 15 апреля в Запа-Барке, потому что это будет очень значимый концерт для меня и для всего нашего состава. Надеюсь, что и с вами получится нам разделить эти чувства. До встречи.